Библия – самая распространенная книга в мире. По некоторым подсчетам, ежедневно тиражируется 32 876 ее экземпляров, а общий тираж составляет более 8 миллиардов. Ее возраст поражает воображение. Самые древние свитки с текстом Ветхого Завета, дошедшие до нас, датируются II веком до Рождества Христова. Большая часть книг Ветхого Завета или их фрагменты были найдены в кумранских пещерах в середине прошлого века. Сегодня эти находки именуются свитками Мертвого моря. Отрывки из текстов Нового Завета имеются на пергаментах II века нашей эры. Кроме этого, историки располагают огромным количеством рукописей II и III веков нашей эры, где Ветхие и Новые Заветы цитировались людьми десятки тысяч раз. Хотя между различными современными изданиями Библии имеются некоторые расхождения, в основном они связаны с переводами и не являются существенными относительно общей вести, которую несет Священное Писание. В музеях мира в экспозициях, посвященных непосредственно библейской археологии, представлено огромное количество доказательств правдивости Священного Писания. Самые различные находки, глиняные таблички Эболы, датируемые как минимум 20 веком до Рождества Христова, израильская стела Марнептаха из города Фивы, 13 век до Рождества Христова, черный обелиск из стель Нимруда, 9 век до Рождества Христова, Моавитский камень из Дивона, 9 век до Рождества Христова, призма Синахирима из Ниневии, 2-3 века до Рождества Христова, цилиндр Кира из Вавилона, 4 век до Рождества Христова и другие исторические свидетельства упоминают имена людей, территории и события, описанные в Библии. Также раскопаны многие города, о которых повествуются на страницах Священного Писания. Таким образом, перед большинством ученых уже не стоит вопрос об исторической достоверности этой книги. Наряду с историчностью Библия также точна и с научной точки зрения. Примечательно, что в библейские времена ее точка зрения отличалась от общепризнанной науки тех лет, но несмотря на это, в ней были открыты факты, к которым современный научный мир пришел лишь спустя десятки сотен лет. Все реки текут в море, но море не переполняется. Откуда реки выходят, туда и возвращаются, чтобы снова течь. Он есть тот, кто восседает над кругом, шаром земли. Он распростер север над пустотой, повесил землю ни на чем. Плюс ко всему, при чтении Библии создается впечатление, что в ней не существует грани между прошлым и будущим. В ней рассказывается о будущих событиях настолько точно и подробно, как будто они уже произошли. Часть этих событий уже исполнилась, и у нас сейчас есть возможность сравнить оригинальный текст пророчеств, записанных до исполнения, со свидетельствами историков, очевидцами их исполнения спустя сотни лет. К тому же, забегая вперед, можно с уверенностью сказать, что текущее поколение людей сможет самостоятельно увидеть исполнение пророчеств, записанных тысячелетия назад, о завершении правления сатаны-дьявола и его ангелов над планетой Земля и принудительной передаче управления над ней Иисусу Христу и его верным последователям, называемыми Царством Бога. Пророчества, которые уже исполнились. Падение Вавилона. Древний Вавилон, лежащий подобно современному Стамбулу на двух берегах реки Ефрат, был единоличной мировой державой своего времени. Помимо политической значимости, он был очень красивым городом. На его территории были расположены висячие сады, одно из чудес света древнего мира. В расцвет его правления в Библии были записаны подробные пророчества о его падении, кто и каким способом его захватит и сколько времени это займет. «И Вавилон, краса царств, гордость халдеев, будет ниспровержен Богом, как Содом и Гоморра. Не заселится никогда, и в роды родов не будет жителей в нем. Не раскинет аравитянин шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать там. Посему, так говорит Господь, вот я вступлюсь в твое дело и отомщу за тебя, и осушу море его, и осушу каналы его. И Вавилон будет грудою развален, жилищем шакалов, ужасом и посмеянием, без жителей. Который говорит о Кире, пастырь мой, и он исполнит всю волю мою». К 539 году до нашей эры персидский правитель Кир Великий завершил завоевание Малой Азии и весной начал поход на Вавилонию. Вавилоняне пытались отбить персидское нашествие на подходе к столице, но были разгромлены. Вавилонский царь Набонид бежал и укрылся в одной из мелких крепостей. Кир не стал его преследовать.
он направил свое войско к столице, Вавилону. Там находился сын Набонида Валтасар. Стены Вавилона были действительно неприступны, и Кир готовился начать долгую осаду. Валтасар и вавилоняне откровенно смеялись над ним, так как в городе имелись запасы продовольствия на годы вперед, а река Ефрат, протекавшая сквозь Вавилон, обеспечивала его жителей водой. Оставив у столицы часть войск, Кир поднялся по течению Ефрата и приказал своим солдатам прорыть отводные каналы. Ефрат стал мелеть, но Валтасар и прочие жители Вавилона этого не замечали. В городе царил праздник. Валтасар праздновал в своем дворце вместе с вельможами. В разгар веселья он потребовал принести из сокровищницы священные сосуды истинного Бога из храма Соломона, которые были вывезены из Иерусалима предыдущим правителем Вавилона Навуходоносором. Они стали есть и пить из чаши блюд, использовавшихся в служении истинному Богу, и прославлять при этом своих ложных богов. В этот момент появились пальцы человеческой руки и стали писать возле светильника на стене царского дворца, на штукатурке. И царь видел тыльную сторону ладони, которая писала. Тогда цвет лица у царя изменился, его мысли испугали его, суставы его бедер ослабели, и его колени стали биться одно о другое. Сильно закричал царь. Находившийся в тот момент в городе пророк Даниил объяснил Валтасару значение этих слов. «Мене, Бог сосчитал дни твоего царства и положил ему конец. Текел, ты взвешен на весах и найден очень легким. Перес, твое царство разделено и отдано медянам и персам». В ту же ночь персы ворвались в город по мелевшему руслу Ефрата, Валтасар погиб, а Кир был принят вавилонянами как новый царь. В книге пророка Даниила подробно описано пророчество о смене мировых держав, начиная с Вавилона. Когда ты, царь, лежал на постели, у тебя возникли мысли о том, что должно произойти впоследствии, и открывающий тайны дал знать тебе, что должно произойти. Ты, царь, смотрел, и вот огромная статуя. Эта статуя, она была большая, ее блеск был необычайным, стояла перед тобой, ее вид был страшен. Голова этой статуи была из чистого золота, грудь и руки из серебра, живот и бедра из меди, ноги из железа, а ступни частично из железа и частично из сформованной глины. Ты смотрел до тех пор, пока камень не откололся без помощи рук и не ударил в ступни статуи, состоявшие из железа и сформованной глины, и не раздробил их. Тогда железо, формованная глина, медь, серебро и золото – все раздробилось и стало подобно мекине на летнем гумне, и ветер унес все это прочь, так что от всего этого не осталось и следа, а камень, который ударил в статую, стал большой горой и наполнил всю землю. В 8 главе книги Даниила описывается другое видение о тех же событиях, и объяснение дается от ангела Бога. Напомню, что оно было дано, когда мировой державой еще был Вавилон. «Я расскажу тебе, что произойдет в будущем. Твое видение было о конце времен. Ты видел барана с 2 рогами, это страны Мидия и Персия. Козел – царь Греции, большой рог у него между глаз – первый ее царь. А то, что он сломался и вместо него впоследствии поднялись 4, означает, что 4 царства поднимутся из его народа, но не с его силой. И в завершении их царства, когда преступники наполнят меру беззаконий, поднимется царь свирепого вида, понимающий двусмысленные высказывания. И его сила станет могущественной, но не благодаря его собственной силе. Он будет производить разрушение удивительным образом, будет преуспевать и действовать успешно. Он будет губить могущественных, а также народ святых. И благодаря его пониманию, обман в его руке будет иметь успех. Он превознесется в своем сердце и погубит многих в безмятежное время. И поднимется против князя князей, но будет сокрушен без помощи рук». Как видим, Библия – это разносторонняя книга. Но какова же ее основная тема? Рассказать людям о Боге? Не совсем. Она рассказывает о противостоянии вселенского масштаба, которое скрыто от людей. И это не противостояние Бога и сатаны. Речь идет о войне мятежных ангелов против человеческого рода за право управления землей. Хотя людям неизвестно, что происходило в духовной сфере на заре создания Земли, но вполне вероятно, события происходили по следующему сценарию. Творческие дни Бога, в течение которых Он создавал материальную вселенную, судя по всему, длились тысячелетия, а возможно и миллионы человеческих лет.
В эти творческие дни те творения Бога, которые уже были созданы в духовной сфере, наблюдали за состоянием дел в материальном. И поскольку им была дана возможность спускаться с неба и пользоваться в кавычках земными творениями Бога, они жили в буквальном смысле на земле вместо людей. Их число было сопоставимо с населением Земли, и можно сказать, что в определенный момент планета Земля была населена материализовавшимися ангелами. Однако, поскольку планета не была их родным домом, они не ценили ее и относились к ней как к своему заднему двору. И так длилось тысячелетия. Создателю не нравилось подобное отношение к своему творению, и он решил отдать ее в управление тем, для кого она станет родным домом, кто будет возделывать и хранить ее. И Бог сотворил человека по своему образу, сотворил его по образу Бога. Он сотворил их мужчиной и женщиной. Затем Бог благословил их и сказал им: «Плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю, возделывайте ее и господствуйте над морскими рыбами, над созданиями, летающими в небесах, и над всяким живым существом, которое передвигается по земле». Это решение стало камнем преткновения для мятежных ангелов, ведь теперь они должны признавать суверенитет людей над землей и всем, что ее наполняет. И с тех пор они не могли открыто ходить по земле, как по своему заднему двору. Они выждали момент, когда шестой день официально закончился, и наступил седьмой, день покоя истинного Бога, и восстали против первых людей, Адама и Евы. В результате вопрос смерти Адама и Евы стал лишь вопросом времени. Расчет мятежных ангелов был простым. Они дискредитируют человеческий род в глазах Бога и добиваются их уничтожения. Поскольку на дворе седьмой день, в который Бог не создает новых творений, в том числе людей, они предлагают Богу исполнить его замысел наполнения земли через них, ангелов. Они готовы жить на два дома, на земле перевоплощаться в людей и наполнить ее своими детьми, позже ставшими известными как исполины. Однако истинный Бог не захотел менять свой первоначальный замысел и нашел способ наполнения земли совершенными и праведными людьми через искупление их грехов, пусть и ценой жизни своего любимого сына-первенца, позже ставшего известным на земле как Иисус Христос. Это решение положило непримиримую вражду между двумя творениями Бога, мятежными ангелами и человеческим родом, исход которой был предопределен пророчеством. «Вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно поразит тебя в голову, а ты сможешь ужалить его лишь в пяту». Это противостояние продолжается и по сей день. Оно закончится, когда будет собрано полное число первенцев из людей, семьи женщин, тех из христиан, кто будет достоин войти в небесное царство Бога для управления землей, для выполнения первоначального замысла Бога, наполнения планеты праведными, верными Богу людьми. Какое будущее ждет остальных верных Богу людей? Они будут Его народом, и сам Бог будет с ними. Тогда Он отрет всякую слезу с их глаз, и смерти уже не будет, ни скорби, ни вопля, ни боли уже не будет. Прежнее прошло. Сидящий на престоле сказал: «Вот я творю все новое», и добавил: «Запиши, потому что эти слова верны и истинны. Всякий побеждающий наследует это. Я буду его Богом, а он будет моим сыном». Исходя из текущих реалий, у человека нет выбора, кроме как бороться за свое существование и данное Богом право управлять землей, возделывать и хранить ее. Мятежным ангелам запрещено использовать свою превосходящую физическую силу для открытой борьбы с людьми, и они вынуждены бороться с нами только в духовной сфере. Именно поэтому все их усилия направлены на духовное разложение людей, чтобы когда человек предстанет перед судебным престолом Бога, он подпал хотя бы под одну из следующих категорий. А тех, кто малодушен, у кого нет веры, кто отвратителен в своей нечистоте, убийц, блудников, тех, кто занимается спиритизмом, идолопоклонников и всех лжецов, их участь в озере горячим огнем и серой. Это означает вторую смерть.